погода. Сейчас мы покажем вам вид с ворот Опочинских. Туман, туман. Почтовые голуби. Ну, Андрей, куда едешь? А ты, Настя? А водитель готов? А куда мы едем? Да, ноябрьское воскресенье, 6 часов утра. Все спят, только не мы. Сегодня в наших планах посетить удивительные места в Сандомире и Кельце. Google, как всегда, решил, что трасса не для нас. Поэтому 3,5 часа селами в густом тумане, и мы у цели. Итак, наш путь лежит в очаровательное воеводство со Свинтакшистскими горами и национальным парком. Свинтакшистское воеводство расположено в юго-восточной части Польши. Свинтакшистские горы невысокие, они образованы из самых старых скал в Польше. Но ноябрьский рассвет в дымке тумана настолько прекрасен. Смотрите сами. Начать знакомство с ним можно со столицы воеводства Кельце, геологического рая под открытым небом, и Сандомира, по-польскому Сандомеш. В этой серии я расскажу вам о Сандомире. Сегодня мы приехали в город Сандомеш, Свинтакшистское воеводство. Город основан еще в X веке. И во время войны не был разрушен, поэтому большинство построек осталось в целости. Город начинается с Опатовских ворот, к которым надо подняться по ступенькам. Это единственные сохранившиеся ворота до наших времен. Сегодня такой туман, но и солнышко нас радует. Такая погода. Туман, туман. Сандомир – польский город, расположенный на Висле на 7 холмах. Иногда называют маленьким Римом. Население всего лишь 23 тысячи человек. Сандомир не пострадал во время войны, поэтому большинство построек вместе с историческим центром признаны в 2017 году как исторический памятник, расположенный на левом берегу Вислы. Также этот город известен криминальным сериалом «Отец Матеуш», аналог итальянского сериала «Дон Матео», который снимается в старом городе Сандомира. Опатовские ворота. Главный вход в Сандомир.
Апатовские ворота. Начать посещение Сандомира лучше всего с прекрасной точки обзора, то есть с Апатовских ворот, откуда можно полюбоваться окружающей панорамой. Обратите внимание на фрагменты старых оборонительных стен XVI века, окружающих ворота. Апатовские ворота построены без фундамента более 650 лет назад. Это единственные въездные ворота в город, которые сохранились до наших дней. С подъема наверх по 130 ступеням начинается тур по Сандомиру, потому что со смотровой площадки наверху вы можете отлично увидеть все туристические достопримечательности. Да, практически все. И в солнечную, ясную погоду. Не такую, как сейчас. Сейчас мы покажем вам вид с ворот Апачинских. Билет стоит 8 злотых. Что же мы увидим за эту цену? Внимание! И туман, туман. Как видите, город в тумане. История города. Первое поселение появилось еще в X веке на Замковой горе. С XI века это был замок, резиденция герцога и провинциальный город. А в средневековой Польше, помимо Вроцлава и Кракова, он был включен галлом-анонимом в число 3 основных резиденций Польского королевства. Город развивался как важное поселение на торговом пути в Краков и Восточную Европу. Пройдемся к почтовой квадратной рыночной площади 100 на 110 метров с готической ратушей и огромным якорем в верхнем фасаде, к которой символически привязано небо. Загадочно? Ратуша Мейска. Рыночная площадь Сандомира. Средневековая рыночная площадь с ратушей XIV века и окружающими 30 историческими многоквартирными домами. Почтовые голуби. О, сколько их. А вот и почтовые голуби на здании почтового отделения. Да-да,
Основное количество писем в Польше разносят почтовые голуби, потому как содержать почтальонов нынче дорого и экономически невыгодно. Ратуша в стиле Ренессанс считается одной из самых красивых в Польше. Несомненно, это одна из самых ценных достопримечательностей города, как и во всей Западной Европе, любимая художниками и фотографами. Ого! Мамочка! Вот и якорь, который держит небеса.
Немного о Второй мировой войне. В июне 1942 года немцы создали гетто для еврейского населения в Сандомире. Здесь также содержались евреи из близлежащих городов. В сентябре 1942 года в гетто проживало около 5000 человек. Он был ликвидирован в октябре 1942, когда около 1000 евреев были расстреляны на месте, а остальные были отправлены в лагерь смерти Вельшцы. Посещая Сандомир, вы не можете пропустить соборную базилику Рождества Пресвятой Девы Марии, которая была построена на месте первоначальной романской коллегиальной церкви. Urząd Miejski w Sandomierze. 8. Церковь была построена королем Казимиром Великим во второй половине XIV века. Богатый дизайн интерьера порадует не только ценителей искусства. Стоит побывать здесь, чтобы увидеть отреставрированные византийские фрески, которые были профинансированы самим Владиславом Ягелло и являются одним из 4 сохранившихся в Польше. Ушиная игла или доминиканская калитка расположена недалеко от рынка между домами. Сделана в оборонительных стенах, как проход для монахов Доминиканского монастыря. Его нынешняя форма восходит к XVIII веку. Ее можно найти рядом с госадминистрацией города. Игольное ухо. По пути в Королевский замок посетите церковь святого Иакова, одну из старейших кирпичных церквей в Польше. Бывший романский храм, возведенный в первой половине XIII века для нужд Доминиканского ордена, уже очаровал многих писателей и любителей Сандомира. Интересным фактом являются церковные колокола XIV века, которые в настоящее время являются самыми старыми в Польше. Вот и замок. А вот и Королевский замок. Он был построен Казимиром Великим, который на протяжении веков многократно разрушался и перестраивался. Он был построен в XIV веке на месте бывшей крепости, а с XVI века служил королевской резиденцией. Был взорван во время Шведской войны в 1656 году. Тогда погибло около 500 человек. Уцелело только одно крыло.
которое Ян III Собieski превратил в основной корпус. В 1817 году, после третьего раздела Польши австрийцами, он был передан под тюрьму, просуществовавшую аж до 1959 года. В уцелевшем и отреставрированном крыле разместился районный музей. Недалеко от замка находится один из старейших доминиканских монастырей в Европе – Доминиканский костел святого апостола Иакова, просуществовавшего почти 800 лет, является старейшим сохранившимся костелом в Сандомире. Этот образец романско-готического искусства – один из старейших костелов Польши, построенных полностью из кирпича. Потолок деревянный, но одним из новейших элементов являются витражи начала XX века. Однако они очень гармонично сочетаются со строгостью кирпичной кладки. А вот и природная достопримечательность – ущелье Королевы Ядвиги, самое красивое ущелье Сандомира. Прогулка по его дну – еще одно из многочисленных достопримечательностей Сандомира. Королева Ядвиги. Менее полукилометра в длину и около 10 метров в высоту. Здесь вы можете полюбоваться фантастической формой корней. Кроны деревьев создают желто-оранжевый зонтик над ущельем осенью, сквозь который солнечные лучи почти не проникают. Своим названием ущелье обязано легенде о королеве Ядвиге, которая потеряла здесь свою туфельку во время прогулки. Что еще можно посмотреть в городе? Коллегиум Гастомьянум – одна из старейших средних школ в Польше, основанная в начале 17 века. Дом Длугоша – готическое здание, построенное в 15 веке на средства Яна Длугоша. Сегодня здесь находится епархиальный музей, где можно полюбоваться ценными произведениями сакрального искусства. Ты сможешь! Еще чуть-чуть! Рукоплынь. Где?
Вот таким мы увидели свой Сандомир ноябрьским туманно-солнечным днем. Как вам мое первое travel видео? Напишите в комментариях, мне очень интересно узнать. Если понравилось, подпишитесь на мой канал. Делать ли и дальше такие ролики с наших путешествий? А в следующем видео будет вторая часть нашего путешествия в город Кельце, расположенный на Свинтакширских горах. До встречи! Живите, путешествуйте и ни о чем не сожалейте.